Привет! Специально для тебя видео без лишних слов. Сегодня будет наращивание ногтей с огромным количеством гель-лака. Этот дизайн я увидела на просторах интернета и решила повторить. Иногда встречаются комментаторы, которые обвиняют меня, что, мол, я за кем-то повторила. А что, собственно, в этом плохого? Ведь можно смотреть и не понимать, а можно просто слушать и наслаждаться. Ведь у каждого из нас есть своя изюминка. Вначале, как всегда и у всех, необходимо подготовить ногтевую пластину. Убираю лишнюю длину и зашлифовываю ноготь. А вот отклеиваю кутикулу я не пушером и не обычной апельсиновой палочкой. Для этого я использую имитацию, хрустальную апельсиновую палочку. Ссылку скину в описании под видео. На ноготь добавлю каплю ремувера и подожду буквально 5-7 секунд. И той же хрустальной палочкой я очищаю кашку из птеригия. К сожалению, я, как и многие мастера, использую твизеры фирмы Stylix. Именно ими я срезаю кутикулу. Далее Nail Prep на ноготок. И чтобы лишний раз не хайпиться на том, что я работаю лишь китайскими материалами, я взяла базу фирмы Comilfo. Так как с появлением верхних форм и жидких типс бумажные формы вышли из моды, я решила воспользоваться именно этим, бабушкиным способом, и сделать наращивание на обычных бумажных наклейках. Вырезаю углубление, чтобы форма плотнее зашла под ноготь. Также вырезаю треугольники, чтобы боковые валики не смещали форму. Далее следует неинтересный этап постановки формы. Форму всего лишь загоняем под ноготь. Всего лишь идеально ровно склеиваем края. И также всего лишь необходимо проконтролировать, что центральная ось на форме является идеальным продолжением центральной оси пальца. В принципе, ничего сложного. Ах да, я еще раскошелилась и заказала себе гель. Да не абы какой, а заморский, с самой России. Такая баночка обошлась мне в 1600 рублей. Предупреждение, я аполитична, поэтому прошу не устраивать грязь в комментариях. А тем временем продолжаю наращивание. Выкладываю тонкую подложку материала по будущей длине и форме ногтя. Фиксирую материал в лампе буквально 30 секунд, затем надеваю зажим и досушиваю ноготь с зажимом еще 30 секунд. Затем даю ногтю остыть также 30 секунд и снимаю зажим. А затем, чтобы не снять форму вместе с нарощенным ногтем, необходимо слегка помочь. Помогите себе инструментом или апельсиновой палочкой. Просто подденьте и отклейте ноготок от формы. А затем она снимется без проблем. Если же нет, значит подложка нарощенного ногтя у вас была слишком тонкая. А что же дальше? А дальше переходим к самому интересному. Необходимо взять густой, молочный или прозрачный гель, рядом капнуть капельку черного гель-лака и смешать это все до однородности. Смешивайте таким образом, как это делаю я, и тогда у вас не появятся пузырьки воздуха. Всей этой массой покрываю ноготок и не забывайте делать отступ от кожи в пару миллиметров, чтобы не было последствий и материал не затек на кожу. После добавляю еще объемную каплю смеси. Здесь очень важно, чтобы замес получился густым, ведь только так дизайн получится. Когда весь ноготь покрыт, необходимо закрыть его кусочком пищевой пленки, что я собственно и делаю. На непросушенный гель выкладываю пищевую пленку. Ну а затем ноготь я жамкаю и мну. На нем должны получиться красивые заломы. И прямо так в помятом виде отправляем ноготь сушиться в лампу. После просушки, естественно, необходимо снять пленку. Это делается, как видите, абсолютно без проблем.
А дальше все как в тумане. Целых 10 слоев гель-лака. Что с этого будет? Смотри далее в видео. И после покрытия каждый цвет просушиваем в лампе. Я покрывала цвет за цветом и не могла поверить в то, что из этого получится что-то дельное. И как только с гель-лаками покончено, это все необходимо спилить, но перед этим необходимо закрепить цвет и снять липкость. Для этого ноготь я покрываю намешанной смесью. После полного покрытия сушу ноготь в лампе. Далее для спиливания я буду использовать две твердосплавные насадки. Одну с зеленой, другую с желтой насечкой. Пузатенькая насадка поможет мне избавиться от ненужного по основной части ногтя. Насадкой с острым носиком я буду помогать себе производить опил около кожи, вдоль кутикулы и боковых валиков. Итак, я все спиливала и спиливала, не понимая, чего мне стоит ожидать от подобного дизайна. Кстати, об архитектуре сейчас не идет речь, сейчас мы лишь выравниваем поверхность ногтя. И вот только сейчас начали проявляться черные узоры, смятого пищевой пленкой геля. Но это я заметила лишь когда делала видео, поэтому остановилась немного раньше, чем это было необходимо. Далее пилочкой я подкорректирую форму ногтя. Немного спустя я заметила, что на кончике ногтя я перепилила и дошла до подложки. Да поможет мне капля гель-лака. Так как ноготь я сделала довольно длинным, с помощью гель-лака создать архитектуру у меня, естественно, не получилось. Поэтому по стандартной схеме с помощью моделирующего геля я дострою архитектуру. Как всегда, по стандарту покрываем ноготок тонким слоем, затем добавляем объемную каплю и распределяем ее по всей поверхности, формируя красивую, а главное прочную архитектуру ногтя. И так же, как все, завершаю свою работу покрытием топом. А вот чтобы не повторяться, масла для кутикулы я добавлю немного больше, чем это делают все. И что же получилось? Получилось необычно, даже немножко устрашающе, так как на ногте я обнаружила лицо. Напишите в комментариях, а вы его видите? На самом деле на всех ногтях я бы себе такое не сделала. Мораль сей басни такова: на каждый товар найдется свой купец. Спасибо за просмотры, не переключайтесь, дальше больше. Пока-пока.